Ричи. Ричи, не мешай. Он принес игрушку и мешает. Добрый день, друзья! Съемка сегодняшнего видео проходит 12 августа. Выйдет оно немного позже. И сейчас вы очень часто волнуетесь и задаете вопросы о том, что будут ли в наших магазинах орхидеи и почему я очень давно не снимаю обзоров Леруа Мерлен. Орхидеи есть. Просто так обстоятельства складываются, что я не могу попасть именно к вывозу этих орхидей. В Леруа у нас очень много орхидей. И вчера, то есть 11 августа, была поставка орхидей от московского продавца. Их было 300 штук. Причем это были голландские орхидеи. Ну, то есть европейские, правда, на них нет план-паспорта, но бывает такое. Зато цена была изумительная – 477 рублей. И вот одна из орхидей из вчерашней поставки. Не получилось поехать. Великолепная была поставка. Биглипы, красавцы. Орхидеи были чудесные. И корни великолепные. А самое главное, они были все сухие. Вчера муж смог заехать туда и купить одну из орхидей. Я когда ее распаковала, горшок был настолько сухой, что я даже не стала дожидаться еще сутки для того, чтобы ее полить. Я полила ее вечером, потому что вся кора была сухая. Я сделала фотографии и оставлю, вам покажу, в каком состоянии он мне привез орхидеи. Но привез он мне ее не одну, а купил еще вот такую орхидею. Это орхидея с названием. Вот здесь есть название на горшочке. Похоже, что это тоже европейская орхидея, причем очень хороший производитель. Но это уценка. Эта орхидея стоила 200 рублей. Вот такие он мне две орхидейки привез. И та, и другая были очень засушены. Но эту я фотографировала, а эту не стала фотографировать. Но посмотрите, за такую цену, это же Hot Kiss. Это биглип. Он такой красивый, что у меня даже нет слов. Я сразу вчера обработала обе орхидеи, потому что это, видимо, находилось очень долго в магазине, но это только была выставлена. Есть небольшие повреждения листьев. Но на данный момент за такими повреждениями я только наблюдаю. Протираю листья зеленым мылом и наблюдаю, что же будет происходить дальше с этими листиками. С этой стороны есть повреждения. Треснувшие листики есть. Но утром она даже бутон стала распускать. Что я делаю и как с этими орхидеями, которые только-только появились у меня в доме, я недавно рассказывала, когда совершенно случайно в продовольственном магазине «Магнит» купила орхидею Монако. И как я обрабатываю орхидею после покупки, я очень подробно еще раз рассказала в этом видео. Ссылочку я оставлю в правом верхнем углу экрана. Так что не будем долго останавливаться именно на этой теме. А здесь хочу обратить ваше внимание, если орхидея находилась долго в магазине и сбрасывала свои бутончики, ну, в силу того, что, может быть, ее не поливали, а может быть, стресс был у орхидеи, иногда такие бутончики остаются в грунте, и они начинают гнить, и появляется какая-то плесень. Черная, бывает белая. Вот такие бутоны из грунта нужно обязательно убрать.
А когда вы видите на коре вот такой белый налет, или в горшке есть такой белый налет на коре, это не плесень. Это, скорее всего, производитель добавляет в грунт микоризу. Так растут орхидеи в симбиозе. В этом нет ничего страшного. И не нужно скорее и быстрее обрабатывать грунт каким-то фунгицидом. Вот, кстати, сейчас я вам покажу. Здесь это и есть. Вот белый налет. Просыхает орхидея, уходит этот белый налет. Начинаете опять поливать, он опять появляется. Часто производители, особенно голландские производители, используют в грунте микоризу. А что еще нужно сделать с орхидеей? Чего я не сделала вчера. Есть сухие корни от шеи. Вот их нужно обрезать под самое основание. Но только видимые корни. Не надо глубоко забираться в горшок и доставать какие-то сухие корни. Сейчас покажу, на какой глубине можно доставать, а на какой нет. Вот гнилой корень, который уходит в грунт. Давайте аккуратно пинцетом попробуем его достать. Если он выходит из горшка, но, кстати, корень-то там остался. Это виламин, который мокрый и гнилой. А вот туда, глубоко, куда-то залазить в горшок, доставать торфяной стакан, это абсолютно делать не нужно. Орхидея жила с этим торфяным стаканом, проживет и еще. Если, конечно, вы не будете этот горшок поливать погружением, а будете поливать по краю горшка. Тогда вы не задеваете при поливе торфяной стакан, и он абсолютно не мешает жизни орхидеи. Тима, ты не хочешь поучаствовать, нет? Иди ко мне на ручки. Он снизу Иди ко мне. слушает. Иди ко мне. Ну, хорошо, я разрешаю, иди ко мне. Пойдешь? Нет. Ты очень занят. Его Лаки не пускает. Пойдет на стульчик. Ну ладно. Это Все, ну заходи. Ну ладно, поприсутствую. Уговорили. Не облизывай камеру. Все. А то все спрашивают, что-то так тебя давно не видно. Был таким примерным студентом. Ну, давайте продолжим с орхидеей. А вот у этой орхидеи нет ни гнилых корней в горшке. Все, ну, ложись теперь, ложись, все, молодец. Есть только небольшой сухой кончик воздушного корня. Вот его мы и обрежем, не дорезая до живого. Пусть эта орхидея порадует меня еще долго своим цветением, а эта орхидея должна начать растить корни, и тогда можно будет сделать пересадку. Кстати, вот у этой орхидеи сейчас тоже подробно покажу, потому что задаете вопросы, что такое первая живая почка. Здесь были цветы. Видите, эти почки задействованы. А вот эта почка ниже последнего цветка и является первой спящей почкой.
И немного выше этой почки мы и обрезаем цветонос. Обязательно обрезанный цветонос нужно обработать или корицей, или толченым углем. Я всегда обрабатываю перекисью водорода. Есть еще сухой цветонос. Его можно тоже немного подрезать. И будем ждать, когда орхидея начнет растить корни, и тогда пересаживать. Вот такие две чудесные орхидеи принес мне вчера муж из Леруа Мерлен. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Все. А что вы тут делаете? Съемка-то уже кончилась. Ах, ну мы отдохнем.